Всем привет! Сегодня мы с вами снова отправляемся в прошлое, только на этот раз мы будем смотреть не на архитектуру или искусство, а на простую железную дорогу. И несмотря на то, что это банальное техническое сооружение, оно тоже может быть частью истории и историческим наследием. И сегодня мы вместе с вами в этом ролике прогуляемся по остаткам железнодорожной ветки, посмотрим на сохранившиеся артефакты и узнаем удивительную историю направления Сочи-Старая Мацеста. Строительство железной ветки до Старой Мацесты происходило во второй половине 20-х годов прошлого века. Стоит сказать, что о лечебных водах Мацесты было известно еще с конца 19 века. Богатые господа приезжали и принимали ванны прямо под открытым небом. Передвигались важные люди на повозках, в редких случаях на автомобиле. После революции с голой жопой в речке купаться – это какой-то зашквар. Подумало руководство советской власти и запланировало грандиозную стройку нескольких ванных зданий на Мацесте. Доставлять рабочих и материалы для стройки как-то нужно. Железная дорога – самое экономически верное решение, поскольку автодороги дорогие, да и на весь Союз в то время 1,5 автомобиля. Правда, через десяток лет ситуация изменится. Появятся даже регулярные автобусные сообщения. Например, автобус маршрута номер 3 Сочи-Старая Мацеста, открытый в 1941 году, до сих пор является самым быстрым способом добраться до лечебниц. Но несмотря на конкуренцию, железнодорожное направление пользуется большим спросом, и не только у простых граждан, но и у партийной элиты. В 1939 году ванные поезда ходили в среднем раз в час. Через 2 года и этого станет мало. В 1941 году Советский Союз, конечно, не по своей воле, но вступает в серьезную заварушку под названием Вторая мировая. Война – это всегда очень плохо. Это смерть, это голод, это звуки разрывающихся снарядов и пуль. С этого филиала ада на земле бойцы Красной Армии поступают сюда, на Черноморское побережье. И в частности, личные ванны Сталина становятся реабилитационным центром для тяжело больных. Защитники Ленинграда, Москвы, Севастополя – все они тут, на Мацесте. И сочинцы просто обязаны их спасти. И железная дорога в этом плане была очень кстати. Станция Новая Мацеста находилась прямо напротив, на месте нынешней остановки. Когда железная дорога пришла в упадок, на месте железнодорожного вокзала появился автовокзал. От станции остались только части фундамента. Здание снесли в 1964 году. Как только начинаешь копаться в истории, становится очень грустно. Но на самом деле не все так плохо, и на Новой Мацесте есть очень удивительное место, которое сохраняет историю. Тут есть вот такое интересное кафе, но рядом с ним есть более интересный артефакт прошлого. Это светофор железнодорожный. И скорее всего это останется последней частичкой старой железной дороги. О нем заботятся, его очень любят. Этот светофор будет пронзать время своим светом и хранить историю этого места. Еще одно очень интересное место – это поворот на Фурманова. Тут железнодорожная ветка заворачивала и шла по этой стороне реки. А вместо того трактора стоял железнодорожный вагон. Это была настоящая живая история, которую можно было пощупать, по которой можно было полазить. Но к Олимпиаде этот вагон, так же как и пути, были демонтированы. Что, к слову, зря, потому что сегодня это могла быть очень классная точка притяжения, особенно вместе с новой набережной. Здесь могли бы останавливаться туристы, фотографироваться, и это был бы очень крутой памятник. Ванный поезд представлял собой сцепку из 5-6 вагонов пригородного сообщения. Каждый вагон вмещал в себя 72 пассажира. Производили такие вагоны еще в царской России, но по-настоящему серийным он стал только в советские годы. С 50-х годов прошлого века их заменили еще более массовые вагоны. Модели 66В. Далее железнодорожные пути переходили с той части реки на эту и шли между современной пешеходной зоной и автомобильной дорогой. Кстати, на Новой Мацесте, где мы с вами смотрели светофоры, железнодорожные пути пересекали дорогу. Это можно увидеть на Яндекс.Панорамах за 2010 год. Тогда еще не все было уничтожено. Кстати, это меня натолкнуло на очень утопичную мысль о мацестинском трамвае. Только представьте себе, современная пешеходная зона и ретро-трамвай, который идет вдоль.
Удивительно, правда? Это ж могло существовать, потому что трамваи могут ходить по железнодорожным рельсам. Но почему это утопичная мысль, можете написать в комментариях. А я вам пока расскажу, как эта железная дорога перестала существовать. Железная дорога в начале 20 века – это самый современный и быстрый способ передвижения. Однако на коротких дистанциях она все больше уступала автомобильному движению. Дороги становились лучше, транспорт более вместительным. В 30-е годы Сочи реализует масштабный проект современной автомагистрали до Мацесты. Во время войны железнодорожные пути активно используются, однако в мирное время пассажиров становится все меньше. В 1955 году поезда перестают останавливаться на Новой Мацесте, а через 10 лет и вовсе возить пассажиров. Движение становится грузовым для доставки горючего в котельне. После газификации необходимость железной дороги окончательно отпадает. Большую часть путей демонтируют, остальное просто забросили. С тех пор много что пришло в упадок, но и многое что стало лучше. Неизменным остаются лишь ванные здания. Конечная остановка санатория Старая Мацеста находилась немножко дальше. Мы ее снять не сможем, но тем не менее наша история заканчивается здесь. Именно сюда приезжали советские курортники, и именно здесь заканчивалась железная дорога. Пишите ваши впечатления в комментариях. Мне лично очень понравилась эта прогулка. Это канал «Осторожно, урбанисты». Здесь мы рассказываем вам о жизни и устройстве наших городов. Пока!